Друзья, снова здравствуйте! С вами Таня, и вы на канале Куховарим, где можете найти вкусные рецепты на каждый день. Предлагаю вам сегодня приготовить очень вкусный и быстрый пирог к чаю – галеты с клубникой. Сейчас начинается сезон фруктов и ягод, и это отличная возможность порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким. Для приготовления нам понадобятся любые ягоды или фрукты. У меня сегодня клубника, 200 грамм муки, 30 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла, 1 яйцо и 25 грамм кукурузного крахмала. В чашу блендера насыпаем муку. Добавим 100 грамм обязательно холодного сливочного масла. Если блендера под рукой нет, вы можете сделать все в миске. Теперь перебиваем все до однородной крошки в блендере или перетираем руками. Также добавим 1 яйцо и снова все объединим. Я не добавляю в тесто сахар, только в начинку. Но если вы сладкоежка, то можете добавить 1 столовую ложку сахара. Тесто должно получиться однородным. Достаем его из блендера и, не вымешивая, собираем в один комок. Завернем его в пищевую пленку или пакет и уберем в холодильник на 30 минут. А сами давайте пока что подготовим начинку. Нарезаем заранее вымытые и высушенные ягоды или фрукты. Это может быть персик, слива, яблоко или груша, смородина или малина, все, что есть под рукой или у вас в саду. Уже прошло 30 минут, и мы достаем наше тесто из холодильника. Нам теперь нужно раскатать его в круглый пласт толщиной примерно полсантиметра. Я немного округлю края, но они не обязательно должны быть идеально ровными. В центр насыпаем крахмал и распределяем его по тесту, не доходя до краев примерно 2 сантиметра. Сверху на крахмал выкладываем приготовленные ягоды или фрукты. Затем посыпем их сахаром. Сахара может быть меньше или больше от указанного в рецепте количества. Это зависит от ваших пожеланий и сладости используемых фруктов или ягод. Свободные края теста загибаем по кругу. Получается у нас такой себе открытый пирог. Края по желанию можно смазать желтком. Переносим наш пирог на противень и отправим с вами в разогретую до 180 градусов духовку до готовности, примерно минут на 30. Когда края теста станут румяными, галета готова. Перенесите ее на тарелку и дайте немного остыть. Перед подачей давайте посыпем немножко сахарной пудрой. Вот такая клубничная галета у нас с вами сегодня получилась. Давайте отрежем кусочек и посмотрим. Галета отлично пропеклась, тесто получилось тонкое, а начинка сочная. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Готовьте с удовольствием и угощайте родных. Желаю всем приятного аппетита. Увидимся снова в новых видео.